Всем привет! И мы продолжаем осмотр старой советской техники, расположенной под открытым небом. Мы видим два самосвала САЗ-3507. Первый самосвал на шасси ГАЗ-5314, второй на более современном шасси ГАЗ-3307. Рядом стоит самосвал САЗ-3504, за ним следуют два фургона на шасси ГАЗ-5201, второй фургон на шасси 78 года выпуска. Первый фургон мне неизвестно, когда был изготовлен, но я предполагаю, что тоже 70-х годов. Далее следует контейнерный мусоровоз М30 на шасси ГАЗ-5314, дата выпуска этого шасси 90-й год, и за ним следует еще один мусоровоз КО-413С, шасси 91 года ГАЗ-5313. Далее следует шасси ЗИЛ-130, установка КСА-3, шасси 73 года, кабина от 131 модели, и также на этот грузовик установлены арочные покрышки. И далее мы видим снегоуборочную машину. К сожалению, техника, я не знаю, имеет какой индекс. Если вы знаете, напишите в комментариях. Далее следует бортовой грузовой автомобиль марки ИФА W50 82 года выпуска, и перед ним стоит поливомоечная машина на шасси ЗИЛ-130 83 года. Далее следует трактор МТЗ-80 Беларусь 80-х годов, и мы видим самосвал МАЗ-5551 95 года выпуска. Еще один трактор Беларусь, только без крыши, и слева находятся два самосвальных прицепа. И перед ними мы видим уборочную машину на шасси ГАЗ-53А 79 года. Два комбайна СК-4 72 года и СК-5 Нива 80 года выпуска. Я помню, в позапрошлом году я уже забирался в один из комбайнов, как раз это был СК-5, и попробую забраться в него еще раз. Конечно, довольно страшно гулять по этой технике, потому что она вся проржавела, скрипит под ногами, и, как можно видеть, здесь уже площадка не выдерживает даже вес человека. Вот так выглядит рабочее место водителя. Все агрегаты уже сильно заржавели, рычаги не двигаются, можно прочесть таблички с правой стороны. И вот так видел водитель комбайна окружающий мир из кабины. Справа находится комбайн Дон 1500А 90 года выпуска. Этот комбайн уже на ходу, он в более хорошем состоянии, и эта машина практически не ржавая по сравнению с предыдущим комбайном, в котором мы только что были. Аккуратно спустимся по лестнице и продолжим нашу небольшую экскурсию. Здесь также видны различные прицепы, как бортовые, так и с цистернами. И заглядывать во второй комбайн мы не будем, потому что он закрыт, и я боюсь подниматься по довольно крутой лестнице с камерой. И также можно посмотреть на бортовой номер этого комбайна. И вдалеке видны еще прицепы, еще строительная техника, также бортовой МАЗ. И мы видим трактор ХТЗ Т-150К 91 года выпуска со сдвоенными колесами. Этот трактор, по-моему, здесь стоит без движения. Во всяком случае, именно на этом месте я его видел и в позапрошлом году. И за ним стоит трактор К-700 Кировец 74 года с отвалом. И за трактором К-700 мы видим дорожный каток ДУ-50 77 года выпуска. Еще раз посмотрим на газоны, и далее следует различная пожарная техника. Самый большой пожарный автомобиль, точнее автоцистерна на шасси МАЗ-7310. Шасси 77 года выпуска, цистерна уже довольно сильно прогнила. У этого грузовика также отсутствует двигатель. Можно заглянуть в салон, посмотреть, как сделана кабина изнутри. И данная кабина из стекловолокна. Я уже об этом упоминал где-то 2 года назад, когда в первый раз увидел этот грузовик, и мне в комментариях писали, что это кабина заводская. Ее специально делали из композитных материалов для облегчения веса довольно тяжелой машины. Но здесь также видны различные тумблеры, различные таблички, также баллоны, сиденье, рулевое колесо. И этот грузовик тоже более-менее комплектный, но, повторюсь, у него отсутствует двигатель. Можно посмотреть на экспозицию различных пожарных автоцистерн.
но я постараюсь залезть на пожарную автолестницу на шасси ЗИЛ-131. Другие пожарные автомобили мы посмотрим более детально в других видеообзорах. Автолестница здесь в довольно хорошем состоянии. Это вторая автолестница, которая здесь расположена. Еще один точно такой же 131 ЗИЛ стоит в другом месте, и у него более темный красный окрас. Я попробую забраться на максимальную высоту и показать вам экспозицию, если так можно сказать, с высоты птичьего полета. Пишите ваши комментарии, какая из машин вам понравилась больше всего, на какую технику вы бы хотели увидеть более детальный видеообзор. Поддержите это видео лайком и также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Увидимся в следующих видеороликах. До новых встреч. Пока.